Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 15 по 21 июля. Давайте узнаем, какую энергетику нам покажут карты для вашего знака зодиака. И будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки вы для себя увидите. И в нашем традиционном еженедельном прогнозе первую карту и первый вопрос. Что важно знать? Или как сфера вашей жизни, чему придется уделять внимание, может быть, больше? Что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, смотрим энергетику, финансы, энергия денег и личная жизнь. Что же важно для вас, по мнению карт? Какой-то выбор, вообще какая-то заминка может быть, когда ничего не происходит, как какая-то пауза, все остановилось, а для кого-то из вас конкретно нужно делать выбор в моменте здесь и сейчас. Мы все разные, и здесь у каждого по-своему. У кого-то, кстати, эта карта может говорить, если вы на что-то не решаетесь, а просто продолжаете какое-то бездействие, то в вашей жизни ничего и не будет происходить, увы. А для кого-то из вас, меня смотрят люди из разных стран, это вопрос стоит очень остро. Именно или сейчас, или никогда. Я должен или должна сделать какой-то важный выбор. Неожиданности. У кого-то этот выбор может касаться, серьезных таких моментов, которые связаны, к примеру, с законом или с согласованиями с чиновниками. Может быть, как вопросы отчасти вашего здоровья, когда необходимо просто банально стоматологией заняться или пройти обследование. Все же по королю мечей проходят у нас, как и юристы, и адвокаты, или когда мы что-то делаем наверняка рационально, проходят врачи, проходят люди, работающие с металлом. И, к примеру, это может быть банальный ремонт, когда вы вынуждены пригласить специалиста, который вам сделает правильно, корректно что-то, потому что он специалист, ему можно доверять. Но для кого-то это может быть и человек в неожиданностях, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы и водолей, или имеет там асцендент. В неожиданностях может быть какая-то личная история. И здесь вам захочется что-то прояснить, может быть. Итак, давайте посмотрим, каковы же энергии, чему сейчас не время. Не время с кем-то выяснять отношения, это первая победа. И карта нам говорит, да, если есть желание вот настоять на своем, то все же это делают как бы корректно. Иначе нас жизнь впоследствии с этим человеком еще раз столкнет, и нам придется какие-то формы искать для общения с ним. Есть какая-то история еще не закрытая, или когда, вот я сказала, жизнь столкнет. Такое часто и бывает. С кем у нас конфликт, на тебе как-то получается, что этот человек материализуется в нашей жизни еще раз. Вот где-то с прицелом на будущее. Не увеличить дистанцию конфликта, это будет важно. Это вам где-то будет помогать. В принципе, не время, с одной стороны, если я сказала, как инициировать какой-то конфликт, так и одновременно менять свои принципы в угоду хорошему отношению к вам. Вот этому тоже не время. Тут вот тонкий нюанс как раз и состоит в том, что принципы мы сохраняем собственные, но какую-то лояльность к миру мы транслируем. Ну, как будто вот так. Не время с кем-то ругаться, ссориться, вот это точно. Что вам помогает? А вы тут можете получить какое-то важное известие, или это может касаться, как документ вы какой-то получаете, письмо получаете, или кто-то визу получает, может быть. То есть вот буквально сама по себе бумага, которая имеет большой вес, или которую вы какое-то время как раз ждали с учетом двойки мечей и не могли, пока вы не получите этот документ, дальнейшие какие-то действия осуществить. И вот теперь это какое-то как начало.
Может быть, это касается вашего решения, которое вы все-таки принимаете. Двойка мечей есть выбор, мы об этом в самом начале говорили. Тогда вы, в конце концов, с чем-то определитесь. Если была такая двойственность, и это тоже как гора с плеч, или как сразу становится понятно ваши какие-то действия. Может быть, вы в чем-то, в каком-то направлении даже первые шаги сделаете, и перед вами еще дополнительные двери открываются. Такое бывает, потому что значение туза пентаклей, он все-таки один. Есть такой прообраз, как зерно мы садим в землю, нашего будущего успеха, денежного процветания или удачных каких-то решений. Вот такое тоже может проиграться. Или, мои дорогие, конкретно получение денег на этой неделе у кого-то вот так банально будет. Что скрыто? Новые планы, какая-то перезагрузка, какие-то возможности. И у нас на заднем плане корабль, один из символов Меркурия, мои дорогие девы. Меркурий – это ваш планета-управитель. И здесь какие-то могут быть в последующем для вас новые возможности, причем самого разного плана. У кого-то переезд, и вы, может быть, определялись по части переезда. Или стоит ли мне банально открывать интернет-магазин, у кого-то и так. Стоит ли мне соглашаться на какую-то должность? Или стоит ли мне дополнительным каким-то доходом заниматься или что-то изучать? И вот по тройке жезлов это и происходит какой-то наш переход. Нам человек показан, он повернулся уже к прошлому спиной. Он смотрит в горизонт. Но пока еще корабль не зашел в гавань. И это как прообраз, что вы с чем-то определяетесь. Пока это скрыто. Вы можете скрывать, мои дорогие, кому-то что-то не говорить. Или не обнародовать, потому что я сам еще не расставил все по местам. Вот где-то так. Но сказать, что от вас кто-то что-то скрывает, то нет. Тут скорее ваша какая-то скрытность. Дела, работа, бизнес. Одна из лучших карт колоде на деньги, на работу. Нам показан профессионал, и эта карта предусматривает профессиональный рост. Поэтому, как и деньги есть, деньги будут, но еще и какой-то прогресс по части вашей самореализации. Карта об этом говорит. Удачная неделя. Финансы, карта мир. Правда, получение денег, какие-то новые возможности. Может быть, на этой неделе, вот как я сказала, вы делаете какой-то выбор и сразу первый шаг. И видите, что как правильно я поступил или поступила, что на что-то решились. Я могу также сказать, что если для кого-то из вас это был предыдущий период какой-то длительной паузы, когда тоже вы пребывали в каких-то сомнениях или словно время остановилось. И здесь вы все же находите в себе силы, как с новой стратегией, тактикой. Вот вы ее меняете и тоже от этого получаете как и вдохновение, так и новые горизонты возможностей. Вам интереснее жить, в принципе, на этой неделе. У вас вот как весь мир у ваших ног. Для кого-то из вас получение денег может быть достаточно крупной суммой. Может это как гонорар за проделанную работу, сюжет у нас итоговая карта последнего старшего аркана. А для кого-то из вас действительно вы определитесь по переезду, потому что, к примеру, у кого-то стояла купля-продажа. Мне надо сначала продать, а потом я куплю в другой местности. Вот у кого-то здесь этот вопрос продвинется. Я не говорю, что буквально деньги вы получите, хотя кто-то и получит большую сумму на этой неделе. Но для кого-то это будет значить, что уже вот-вот эта сумма на подходе, и я уже могу теперь что-то планировать более конкретно. Реализация какого-то вашего проекта у вас на этой неделе. Но, безусловно, это все зависит от ваших приложенных усилий. Вот здесь ни разу не про бездействие. Личная жизнь. Ну, пятерка жезлов, еще одна пятерка. Пятерки это у нас всегда недостаток. Может быть, недостаток взаимопонимания. Есть такой момент по этой карте, ну, как определенная детскость. Это могут быть какие-то и вопросы с вашими детьми. Где-то, когда мы
когда говорим с ними как на разных языках. Увы, мои дорогие, может быть, это взрослые дети. Но они где-то на своей волне, все наши взрослые дети. Это тоже реальность, что тут скрывать. Но, а значит, наша жизнь, она в каком-то своем ключе. О чем нам говорит пятерка жезлов? С одной стороны, это, в принципе, могут быть люди, которые утром обещают одно, к вечеру они про нас, увы, забывают. Или у них меняются свои планы, и они никогда вот свои обещания не поставят на первое место, а свои интересы как-то вот на вторые. Поэтому тут какой-то информационный хаос может быть сам по себе. Может быть, это по части личной жизни и планов, но у кого-то это может совпасть еще и с вопросами вашей семьи или ваших близких. Или когда карта говорит, ты сам на себя какие-то дополнительные обязательства или какую-то работу ты не возьми, потому что пятерка – это недостаток информации, вот пятерка жезлов. Тут что-то нужно еще перепроверить. Пока не можем мы, не проверив, на что-то опираться. Или кому-то что-то, может быть, обещать, мои дорогие. Ну, тут может быть подано как, допустим, истина в последней инстанции. И если это касается какого-то серьезного вопроса, а вам выпадает пятерка жезлов, я бы сказала, что все-таки нужно что-то проверить наверняка. Все же у вас король мечей выпадает в позиции как неожиданности, и поэтому можем уже где-то судить о том, что карты нам советуют. Доверяй, но проверяй, надейся где-то сам на себя, сам будь вот в этих холодных, рациональных энергиях, когда вопросы касаются документов или денег. Перепроверяй подписи. У кого-то могут быть, кстати, закрытие кредитов каких-то. Может быть, вы длительное время платили, и здесь вы с ним рассчитаетесь. Или кто-то, наоборот, возьмет ипотеку. Вот здесь по-разному, потому что у кого-то король мечей может быть, и как банковский работник тоже. И тогда с учетом пятерки жезлов много информации, которую вам нужно пропустить через себя. И много пунктов, которые нужно перепроверить. У каждого здесь по-разному. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.